знает вас лучше, чем я? Вы думаете, ваша мама? Нет. Лучше всего вас знает славный друже. И я знаю, что вы любите. В этом рецепте будет все, что вы так любите. Будет и обжаривание, и сливочное маслице, и гриль, и тесто, и бекон, и, само собой, румяное шкварчащее мясо. Ну, знаете, такая сборная соляночка всего, что любят мои подписчики. Знаю я вас. А спонсор видосика — наушники CG Pods. Удобные небольшие легкие наушнички, которые прекрасно держатся, даже если вы будете колбаситься под любимую мелодию. Не выпадает. Кстати, производит их российская компания Case Guru. Наушники идут в стильном кейсе, вот таком. Они примагничиваются куда надо и начинают заряжаться. Повернули, вытащили. Кейс сделан из легкого и прочного алюминия. В них есть и шумодав, и чистый звук, и 12 часов работы, если заряжать от кейса. Можете выбрать белые или черные наушнички. Ссылка находится в описании. Начнем со свиной вырезки. Есть два варианта. Можно делать целиковый такой рецепт рулета. Будет что-то типа свинины Веллингтон. Можно делать то же самое, но порционно. У нас вот такая вот вырезочка. Мы сделаем ее... Но сначала мы, само собой, ее зачистим супер острым ножом. Вот так. И срежем все это дело. Нужно, чтобы она была практически кругленькая. Зачистили. Теперь отрезаем хвостик, чтобы получилось более-менее по толщине одинаковая такая филешечка. Кстати, это вообще не обязательно должна быть свиная вырезка. Это может быть любая другая часть, ну, достаточно нежная. Либо, например, говядина. Я думаю, только из курицы будет совсем не то. Да, наверное, курицу не стоит брать. Свининка отлично подходит. О, так, соль, перец и все это дело покатали, собрали. И оливыча. И просто обжариваем на гриле до готовности. Вот так вот. Послушайте это. Так. Проверим, что там с другой стороны. С другой стороны все великолепно, потому что у нас все всегда великолепно. Ну ладно, не всегда, но в этот раз получается. Да, народ, чтобы вы понимали, вся эта штука само собой пойдет в бекон, она пойдет в тесто, поэтому всякими штуковинами типа вот так повернуть, вот так повернуть, вот так повернуть, чтобы была вот такая решеточка, нам это вообще нафиг не надо. У нас все равно все это будет завернуто. Теперь сделаем нашу чудо-обмазку. Это практически половина вкуса блюда. Для этого сначала порежем лучок, а с остальными ингредиентами справится блендер. Теперь засовываем в блендер большую горсть двойную грибов. Вот так как-то. Вот так. Отлично. Это у нас опята. Да, народ, я же говорил то, что вы любите. Без доморощенного розмарина тоже не обойдется. Так, отрежем розмаринчика. И вот так его туда. Вот так. Ну, соль и перец, это все понятно, бла-бла-бла. И несколько чесночин. Пожалуй, единственный сложный момент данного рецепта — это то, что нам нужно все это размесить в мелкую труху, но не кашу. Как бы пасту, но с кусочками. То есть, чтобы это все не превратилось чисто в... не знаю, как сказать, в крем. Вот этого вот не нужно, поэтому блендер придется трясти постоянно. Лучше, конечно, для этого использовать не блендер, а это хрень, как называется, кухонный комбайн, типа фуд-процессор, да. Там все-таки оно как-то получше, а здесь только снизу такой винт маленький, поэтому придется трясти. Получается такая полупаста, но не в жижу, то есть с кусочками, с фрагментами грибов. Хороший кусок сливочного маслица, сковородочка на огне.
Это прекрасно. И обжариваем лучок. И чесночно-розмариновые опята. Они должны прожариться, само собой, чтобы была такая плотная паста с кусочками всякого. Я думаю, вы поняли, почему мы в блендере лук не месили. Потому что если опята с розмарином, с чесноком, они все-таки крошатся какими-то кусочками, то лук в блендере, он за 2 секунды превратится просто вообще в пюре. То есть он превратится чисто в воду, а нам этого не нужно. Нам нужны кусочки обжаренного лука, поэтому пришлось его порезать руками. Ну и основное во вкусе этого соуса — это, пожалуй, орехи. Орехи можно фигачить вообще в труху. Их особо жарить не надо. Они чисто под конец идут, когда уже вся вода выделилась. Вот. Получается вот такая с выпаренной водой паста с кусочками грибов, розмарина. То есть оно как бы различимо, но при этом она такая плотная. Берем и наваливаем. Теперь мне понадобится скилл Вити Бурды, чтобы сделать ролл. У него же там канал про суши, про роллы. У меня не совсем, но его скилл мне понадобится сейчас. Так, кусочек вырезки полностью готовый у нас идет внутрь. И начинаем все это заворачивать. Сейчас самый ответственный момент. Так. Теперь нашу колбаску мы переносим вот сюда, на тесто. Это просто обычное слоеное бездрожжевое тесто. Так, я выжму ненужный воздух. У меня пепел, извините, вы думаете, что это грязь? Это не грязь, это пепел. Он как бы стерильный, так что все хорошо. Я не могу давать сейчас умных комментариев, потому что отщипну. Вот сюда подогну и здесь с этой стороны вот так отщипну и вот так вниз подогну. Вот такая получается колбасочка. Отлично. В качестве обмазочки используйте сливочное масло или взбитое яйцо. Я использую взбитое яйцо. Я смазу вот так прямо рукой. У меня, конечно, есть кисточка, но я не хочу париться и хочу, чтобы все было покрыто вот так ровненько. Снизу, сверху. Блин, как же это приятно делать. Великолепно. Чилище КТ специально для вас в 4К. У меня есть вот такая глиняная сковородочка, я на ней буду запекать все. А чтобы не прилипло ничего, смажу сливочным маслом. Блин, везде пепел. Вот капец, это пепел. Вы думаете, это грязь или там кошка прошла ногами? Нет, это пепел. И мою колбаску, давай, колбаска, давай, не подведи меня, я кладу сюда. И до золотистости, где-нибудь градусов до 200 доведем. Сейчас крышка нагреется, мы просто открывали ее. Так, ну 15-20 минут. О, хрустяшка. Давайте, слышите? Офигеть. Давайте ее разрежем. Я разрежу прямо по центру. Божественно.
вашего позволения я это попробую. Ну, разрежем. Само собой, полностью готов. Чертов комар. Я шатал трубу твоего деда, шатал комар. Ненавижу насекомых. Я не могу сказать, что боюсь насекомых, но я ненавижу насекомых. Они везде. Это просто, блин, жопы с крыльями. Короче, хрустящее слоеное тесто, но прямо вокруг бекона и грибов там есть влага, поэтому тесто, оно готово, но не так хрустит. Оно хрустит только снаружи. Что касается самой вот этой ореховой обмазочки, прекрасно. Розмарин, чеснок, трололо, жирнота от орехов. Ну, я не знаю, есть ли смысл пробовать и рассказывать на камеру про свиную вырезку. Мягкая, перченая свиная вырезка. Вкусно. Тут какая тема? Это рецепт игрушка, рецепт матрешка. Он не может попасть в золотой пантеон рецептов, которые, ну, типа, самые клевые, крутые рецепты, потому что достаточно сложно. Это обжарь, это, значит, в блендере перемели, оберни, чтоб не пригорело. У нас там вот чутка дно пригорело и всякое такое. Получается, типа, ресторанненькое, очень вкусное блюдо без закатывания глаз. Типа, о, да, господи. Обжаренные грибы, лучок на сливочном масле, хрустящее тесто, сочные кусочки вырезки мягкой. Все великолепно, но примерно так же запарно, как и великолепно. Я не знаю, кому этот рецепт может не понравиться. Я сюда включил, это не мой рецепт, само собой, я сюда включил все, что вам может понравиться. И тесто, и бекон, и лучок, и чесночок, и розмарин, и сливочное масло, и гриль, и все что угодно. Это супер круто. Хотите? Запарьтесь. В принципе, если охота запариться, это стоит того. Но есть тысячи рецептов, десятки тысяч рецептов, которые тоже очень вкусные, но раз в 5 проще в приготовлении. Без вот этого вот обматывания, выпаривания, обжаривания, заматывания, смазывания и всякого такого. Короче, огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. С вами был славный дружа Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Всем пока.